Всем привет! Сегодня я вам покажу, как связать крючком чехол для наушников AirPods. Для этого вам понадобится два цвета ниток, основной и для декора, длинная иголка, крючок 5 мм и ножницы. Для начала нужно сделать первую петельку. Как ее делать? Безымянным пальцем и большим зажимаем кончик нитки. С задней стороны указательного пальца обматываем нитку. Далее продеваем крючок и захватываем заднюю нитку. Теперь делаем 7 воздушных петель. Первая петелька, которую мы сделали, она не считается, так что начинаем счет со второй. И еще делаем петельку подъема. Далее мы начинаем вязать, продевая крючок во вторую петельку от нашей петельки подъема. Теперь мы не продолжаем вязать, как обычно. Мы делаем по кругу. Теперь мы вяжем по кругу. Теперь мы продеваем ниточку, Теперь мы продеваем крючок в петельку и захватываем ниточку.
У нас должно получаться так, что она неровная, а немного поднимается наверх. Вот, видите, она у меня не ровная, а поднимается наверх. И то есть за счет этого у нас получится из одной части весь чехол. Периодически нужно брать наушники и примерять.
Мы всегда продеваем наш крючок в петельки, которые мы вязали в прошлом ряду. Довязываем до тех пор, пока наушники полностью не пропадут в чехле. Не допускайте такого, что когда вы захватываете ниточку, вы расслаиваете ее и берете вот так. Так нельзя делать. Будет некрасиво смотреться. Сделаем еще один ряд, и дальше я вам покажу, что делать.
Теперь мы делаем 4 петли подъема. Крючок у нас остается в петельке, и мы захватываем ниточку. Вот у нас получилась одна петля подъема. Теперь мы продеваем крючок, вторую от петлей подъема петлю. Теперь мы продеваем во вторую петельку от наших петелек. Сейчас мы делаем еще 2 петли подъема. Продеваем крючок через одну петельку и захватываем ниточку. Делаем еще 2 петли подъема. Опять продеваем через одну. Захватываем ниточку и еще раз. Вот, у нас получается большие отверстия. Две петли подъема через одну. Две петли подъема через одну. Опять 2 петли подъема. И мы продеваем не в петельки вот в эти, а продеваем в первую петельку нашего ряда. И провязываем, как обычно, еще 2 ряда. Продеваем.
завершаем наше вязание. Отрезаем ниточку. Протягиваем. Теперь немножечко затягиваем и делаем узелок. Отрезаем ниточку. Примерим. Теперь мы сделаем декор. Берем нитку, продеваем ее в длинную иголку. Такие иголки продаются в магазинах для творчества, например, Леонардо. Теперь нам нужно отмотать нужное количество нитки. Нитки должно быть ровно столько, насколько вы сможете открыть свои руки. Теперь мы завязываем хороший большой узелок. Я просто сматываю колечко вот так и продеваю ниточку. Лучше сделать это пару раз, чтобы точно был большой толстенький узелок. Мы берем наш чехол. Важно заметить, что я не делала как обычно, как с обычной ниткой, когда мы что-то зашиваем. Я оставила конец, и у нас вот. Я не завязывала два конца, я завязала только один. Теперь я хочу сделать котика. Мы смотрим, и я хочу сделать глазик, начать глазик вот здесь. Мы продеваем нитку и будем делать ее полосочкой, вот полосочкой. Оп. Это движение нужно сделать пару раз, чтобы глазик был такой толстенький, хорошенький, и чтобы его хорошо было видно. Вот, первый глазик готов. Теперь мы продеваем ниточку обратно внутрь и оставляем ее там. Можно продолжить этой же ниткой и переходим на следующий глазик. Изнутри у нас должно получиться вот так. Повторяем те же действия, что и с первым глазом.
Теперь мы опять заводим иголочку внутрь и переходим на место, где у нас будет носик. Изнутри должно быть вот так. Носик я буду делать горизонтальной полоской, так же как и глазики. И тоже делаю это пару раз. Если у вас получается, что видно розовенькое, то вы втыкаете иголочку вот сюда и ниточкой закрываете. Так, носик у меня немножко получился неровненький. Сейчас мы это исправим. Теперь делаем кошачий нос. Не делайте эту линию слишком длинной, так как будет выглядеть не очень красиво. Достаточно на небольшое расстояние. Вот так. Теперь делаем усы. Втыкаем в носик и продеваем, чтобы было небольшое расстояние от нашего носа. Здесь уже не надо повторять движение, потому что усики у нас у кота будут тоненькие. Достаточно один раз. Теперь мы продеваем иголку в начало нашего первого усика. Должно получиться вот так. Делаем второй усик. Ой-ой. По тому же принципу делаем третий усик. Чтобы перейти на другую сторону, мы продеваем иголку вовнутрь и продеваем ее дальше, примерно на таком же расстоянии от носа. Ой-ой. Следите всегда, чтобы ниточка у вас не убегала. Вторую сторону делаем так же, как и первую.
последний усик. И оставляем иголку вон там внутри. Теперь немножечко выворачиваем. И иголку продеваем вот в эту ниточку. И завязываем. У нас получается вот такой большой круг. И в него мы продеваем и затягиваем. Лучше это сделать пару раз, чтобы точно ничего не развалилось, не развязалось. Мордочка котика готова. Выворачиваем чуть-чуть и обрезаем. Не обрезайте прям под корень. Чуть-чуть оставьте ниточки. Сейчас мы уберем вот эту ниточку. Мы берем крючок, просовываем его внутрь и протыкаем рядом с этой ниточкой. Мы ее захватываем и это может получиться не с первого раза, потому что это очень так нелегко, но все равно это возможно. Можно вот так немножечко обмотать и и вот так. Все. Теперь мы немножечко опять выворачиваем и обрезаем. Опять же, не под корень. Примеряем. Вот так у нас получается. Теперь мы делаем завязочки, чтобы можно было затянуть. Убираем коричневую нитку. Так, достаем наушники. И теперь отматываем нитки примерно вот столько, чтобы еще она сложена пополам. И продеваем в иголку. Также делаем. И у нас вот здесь большие отверстия. Мы начинаем. Можно с любой стороны, изнутри, изнутри, внутри, все равно. И продеваем так, как гармошку делать из бумаги. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. Главное, чтобы не продеть случайно в ниточку и не оставить ее там. Теперь мы вытаскиваем иголку и делаем с другой стороны. Нужно будет оставить немного нитки, не затягивать, а оставить вот так. Чик-чик-чик. Начинаем с противоположной стороны. Продеваем в одну, потом изнутри во вторую. Протягиваем. Вставляем. Теперь продеваем ниточку в отверстие, в котором есть вот эта завязка. Убираем иголку и начинаем с другой стороны. Оп.
Также оставляем примерно такое же расстояние. И начинаем. Мизинчиком придерживаем. Оп. Ой. Оп. Мизинчиком. Оп. Немножечко вот так. Да. Теперь мы завязываем. Как и с той, можем обрезать эти две нитки, немножечко сделать их покороче. Здесь мы завязываем небольшой узелок, который не очень тугой, чтобы наша завязочка не убегала. Продеваем один край вовнутрь в дырочку вот в эту. И вторую ниточку вовнутрь. Также сначала делаем такой легенький, не тугой узелочек. Оп. Проверяем. Все хорошо. Теперь делаем тугой узел, который будет все фиксировать. Вот. Отрезаем ниточки. Не под корень, а аккуратненько, немножечко оставляя ниточку. Давайте проверим. Оп! Мы затянули. У нас все получилось. Вот такой чехольчик у нас получился. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Пока-пока!